Лорен Мейсон, 34-летняя жительница Бостона, всегда мечтала о путешествии по Азии и Тихоокеанскому региону. Ее интерес к дальним странам начал развиваться еще в детстве, когда она с увлечением читала книги о культуре Японии, ее традициях и волшебстве Таиланда. Воспитываемая родителями, которые были заядлыми путешественниками, Лорен с ранних лет впитывала рассказы о далеких странах, уникальных обычаях и экзотических вкусах, что только разогревало ее собственное желание увидеть эти чудеса своими глазами. После нескольких лет усердной работы в маркетинговом агентстве, где каждая минута была расписана по часам, пробираясь сквозь рутины ежедневной работы и постоянных дедлайнов, она поняла, что пора осуществить свою мечту. Она основательно подготовила свое путешествие, изучила информацию о стране, собрала все необходимые вещи, тщательно спланировала маршрут и заполнила чемодан всем необходимым, включая удобную обувь для долгих прогулок, защитный крем от солнца и бусинки для обмена с национальными ремесленниками. После длительных размышлений о времени, которое было потрачено на карьеру, и о тех местах, которые она хочет посетить, Лорен наконец-то сядет в самолет, отправившись в трехнедельное приключение, полное красок, звуков и новых открытий, которые, как она надеялась, обладают душой, о которой она всегда мечтала. Ее путешествие началось в Японии, стране, где современность и древность сосуществуют в удивительной гармонии. Лорен наслаждалась шумными и яркими улицами токийских районов. От сверкающих огней Сибуи до терпкого спокойствия императорских садов. Она исследовала Токио, где высокие небоскребы соседствовали с традиционными храмами и маленькими уютными чайными, погружаясь в атмосферу, которая была одновременно динамичной и умиротворяющей. Каждое утро она просыпалась с волнением, ведь впереди ее ждали новые открытия. Она погрузилась в прекрасную атмосферу Кийомицу, известного храма, окруженного цветением сакуры, где ласковый ветер помогал создавать гармонию с природой. Традиционная церемония чая, которую она наблюдала, оказалась неожиданным откровением. Каждый жест имел значение и смысл. Путешествие продолжилось в Киото, где Лорен восхищалась величественными храмами и традиционной архитектурой, а также училась искусству каллиграфии у местного мастера. Она посещала небольшие мастерские и насквозь пропитанные историей места, где люди передавали знания нашему поколению. Настоящий восторг и захват охватили ее, когда она стала частью одного из мастер-классов, и ей удалось создать свою первую каллиграфическую работу. На Хаконе она насладилась расслабляющей атмосферой горячих источников. Она погрузилась в него, наслаждаясь целебной водой и обнимая природу вокруг, что позволяло ей забыть о стрессах повседневной жизни. Вместе с местными жителями она обсуждала обычаи и традиции, удивлялась, насколько менталитет японцев переплетен с природой. Затем она направилась в солнечный Таиланд, где ее ждала совершенно новая реальность. Дни шли в исследовании древних руин Аютхайи, которые располагались всего в нескольких часах езды от Бангкока.
Лорен была очарована величественными храмами, важными для культуры и истории страны. Погружаясь в атмосферу этих мест, она ощущала, что не просто исследует страну, а становится ее частью. Пробуя экзотические блюда на уличных рынках Бангкока, от острова Том-Ям до сладкого манго с клейким рисом, она открывала не только вкусы, но и культуру, которая их окружает. На белоснежных пляжах Пхукета она находила покой и умиротворение, плавала в прозрачной воде и наслаждалась свежестью кокосовых орехов. Она также записалась на занятия по йоге, которые проводились на берегу, где утренние занятия приносили ей душевный покой и помогали восстановить внутреннюю гармонию. В каждом уголке Таиланда, куда бы она ни ходила, Лорен чувствовала себя живой как никогда. И ее счастье достигло апогея, когда она принимала участие в танцах во время традиционного праздника Лой-Кратонг, оставляя свои фонарики, наполненные надеждой и мечтами, в ночное небо. Она ощущала себя частью чего-то большего, чем просто путешествие. Завершающим пунктом стали Гавайи, где она провела неделю, выплывая на серфинговых досках в волны Тихого океана. Каждый день приносил новые приключения. Ей удалось побывать на невероятно красивых вулканах Мауи, исследуя потоки лавы и древние кратеры. Лорен увлеченно фотографировала природные красоты, записывая свои мысли и впечатления в дневник, как она мечтала на протяжении всего путешествия. Каждый закат на пляже Каноэ, когда небо заполнялось яркими оттенками оранжевого и фиолетового, представлялся ей как волшебное полотно, нарисованное художником со спиральной палитрой цветов. Она даже освоила несколько основ серфинга у опытных инструкторов и мечтала вернуться сюда вновь. После насыщенного путешествия Лорен вернулась домой в Бостон, охваченная впечатлениями от незабываемых дней, теперь уже в эмоционально улучшенном состоянии, которые надолго остались в ее сердце. В первые дни после возвращения к привычной жизни Лорен погружалась в разбор чемоданов, снова встречалась с друзьями и пыталась адаптироваться к резкой разнице во времени, которая действовала на ее организм, словно привычка уходила в небытие. Но вскоре она заметила странное ощущение — легкое покалывание в ступнях, которое вскоре сменилось жжением. Она быстро списала это на усталость и долгое передвижение, не догадываясь, что с ее организмом происходит нечто гораздо более серьезное. Однако через несколько дней проблема усугубилась. Простое касание одеяла вызывало острую боль, словно ее кожа была обожжена. Хождение по полу превращалось в бич, напоминало шаги по раскаленным углям, и, отчаявшись, она пыталась терпеть, уверяя себя, что все пройдет само. Тем не менее, симптомы не исчезали, наоборот, начали распространяться. Боль постепенно поднялась вверх по ногам, охватывая руки и даже туловище, и Лорен наконец поняла, что не может больше игнорировать сигналы своего тела. Она приняла решение обратиться к врачу. Стандартные анализы не выявили никаких серьезных отклонений, и медики предположили, что это последствия стресса и смены климата,
что оказалось лишь частичной правдой. Прошло еще несколько недель, и состояние Лорен ухудшилось. Она чувствовала себя истощенной и теряла интерес к любимым вещам. Ее мысли стали путаться, а иногда она даже замечала, что забывает простые вещи, такие как «зачем зашла в комнату» или «что хотела сказать». Боль в теле стала невыносимой, но врачи не могли найти очевидную причину. Единственное странное отклонение в анализах — значительное увеличение количества эозинофилов, особого типа белых кровяных клеток, которые обычно связаны с иммунными реакциями. Это привело к проведению дополнительных исследований, включая спинномозговую пункцию, которая была непростой процедурой, но необходимой для установления истинной причины ее состояния. После ряда консультаций с несколькими специалистами Лорен был поставлен итоговый и неожиданный диагноз — эозинофильный менингит, вызванный паразитом Angiostrongyllus cantonensis. Этот крошечный червь, известный как крысиный легочный глист, обычно встречается в тропических регионах и передается человеку через употребление зараженной пищи, таких как немытые овощи, недоваренные моллюски или улитки. Лорен была буквально шокирована этой новостью, понимая, как легко можно подцепить что-то угрожающее, даже наслаждаясь прекрасной природой и культурой. К моменту постановки диагноза паразит уже покинул организм Лорен, однако его следы остались в виде воспаления, охватившего ее центральную нервную систему. Принятые меры к ее лечению были направлены на облегчение симптомов и восстановление организма, и потребовались месяцы терапии, прежде чем она смогла почувствовать себя лучше. Этот опыт навсегда изменил Лорен. Она больше не относилась легкомысленно к уличной еде в других странах, с трепетом обдумывая каждый прием пищи, который собиралась съесть. Ее внимательность к санитарным условиям и качеству пищи возросла, и она стала тщательнее следить за своим здоровьем, изучая не только свои симптомы, но и их возможные последствия. С помощью специалистов Лорен осознала, какие шаги она может предпринять, чтобы минимизировать риски в будущих поездках. Она начала активно изучать медицинские случаи, связанные с редкими инфекциями, и посещать семинары о профилактике заболеваний, связанных с путешествиями. Ее желание поделиться полученными знаниями с другими путешественниками становилось все более значимым. После того, как она могла рассказывать свои истории друзьям и близким, ее искренние советы и ранее многоплановые уроки о безопасности в путешествиях помогли не одному человеку избежать проблем, оказавшихся у нее в прошлом. Несмотря на все испытания и трудности, через которые ей пришлось пройти, ее страсть к путешествиям, как и прежде, не угасла. Она лишь научилась быть более осторожной и обращать внимание на те аспекты, которые раньше казались незначительными. К тому же она задумалась о том, как важно делиться своим опытом, чтобы предостерегать других от возможных осложнений. Лорен продолжала планировать свои будущие поездки, желая открывать для себя культуру и атмосферу новых мест, но теперь с новым взглядом на безопасность и здоровье в путешествиях. Она мечтала об экзотических направлениях и непревзойденных моментах, которые ждут ее в будущих приключениях,
осознавая, что каждое путешествие — это не только возможность увидеть мир, но и время для самопознания и личностного роста. Вот такая удивительная история, полная надежды, приключений, трудных испытаний и преодоления. Она стала для Лорен не просто одним из этапов в ее жизни, а важным уроком о ценности здоровья и осознания рисков, связанных с общепринятыми практиками путешествий. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.